Просто проблема в том, что это буквально картон, и если его заламинировать, то он, ну, еще это довольно-таки фактурный картон, потому что вот здесь выпуклая часть. Он очень И что? плохо заламинируется, он будет очень плохо держаться. Оно, а по краям останутся, вот если мы возьмем что-нибудь пошире, и как бы основной... В прошлый раз они срезали почему? У них болгарка была на аккумуляторе. Они вот это, что вот так выступали, они со стекла. Стекло разбили, а вот это уже они сняли. Стекло они смогли разбить. Ага. А если будет просто стальная накладка, вот поэтому как раз. А как она будет? Прозрачная? Зачем? Металлическая, она просто, как вам объяснить? А текст? Тут же будет пластинка с текстом? Вот, смотрите. Пластинка будет как в прошлый раз, Да, такой же формат. такая же, да. Вот здесь отверстие есть. Да. Закрыть. Да. Просто вторая пластинка Да. будет стальная, будет прижимать. Мы это окошко оставим. Понятно. Мы просто сделаем напуск вот здесь по саморезе и вот здесь. Она будет вот. Постоянно в разной одежде. То один человек приходит, то двое. Сначала они по оранжевым спецовкам были. Обычные Типа работяги с улицы, жилищники. да. Ага. Они взяли, сорвали, и они спокойно в руках с ней пошли. Они ни от кого не прятались. Они под камерой пошли по лесной. Потом пришел человек в капюшоне, на глаженных брюках, голову прятал. Сорвал и ушел. Это уже была картонные какие-то или это все металл был? Нет, это Уже картонный. с металлом приходили двое по форме рабочих. На них не подумаешь. Ага. А один приходил в глаженных брюках, капюшон просто накинул со спины. Знал, что камера за спиной. Снял, пошел. И вот все таблички вот эти картонные, которые мы вешаем, это все время какие-то как будто разные люди. То один, то несколько. А вот возраст как-то вообще Не можно? определить. Выглядит по-разному. Ага. Разные люди. Проходите, садитесь. А вы тут нас не были, да? Нет. Это же это вот место, где у нас Отслеживается. дежурные администраторы, где находятся. Садитесь, где удобнее. Да я На вот стул, на посмотрю, стол. если Вот, да ничего не видно. А если видно будет, то еле-еле. Это же не профессиональное оборудование такое. Сейчас, я бы сказал, большей части людей, прям подавляющему большинству, до этой таблички нет дела. Понятно. Люди перегорели. Вот еще, наверное, 10 лет назад это звучало в Москве. 5 лет назад звучало. Это звучало. Вот. И люди знали, что такое последний адрес. Да. Вот еще открыли. Понимаешь? Это звучало. А теперь это вот борьба одиночек несчастных, вот, которые... Ну это вы так видите, Слушайте, вы видите значит, по-другому. Это же комьюнити тоже растет, те, кто... Это элемент общественного сознания. Да, безусловно. Он начинает работать только тогда, когда становится достоянием кого-то. Если это внутри одной головы, то это не является социальным каким-то вопросом. Понимаете? Это только тогда, когда это в чьи-то другие головы. Ну так распространение знаков способствует тому, что люди попадаются на глаза. Ну, вы понимаете. размах не тот, конечно, я Да. соглашусь. Как Размах уже не тот. начинаешь невольно задумываться. И ощущение стыда за то управление, которое вот это такой бардак допустило. Хорошо. Меня вот это как бы... Проникся. Вот видите, +1. Молодец. Нам записи бы, где дергают или где... Ну вот. Мне Владимир на самом деле показывал фотографию вот этих вот мужчин, которые разбили само стекло. Может быть, есть это видео, фото. Видите, не получается. 28 апреля, видите. Воспроизведение прервано, нет соответствующей записи, не получается. Но у нас была здесь поломка, у нас забился здесь
Мгм. И буквально Ну ладно. пару дней назад поставили новый диск, пару дней назад. Но мы сейчас повесим, через пару дней у вас будет... Мы сейчас табличку повесим, через пару дней у вас будет новая запись. Нас пустили, а теперь человек, который нас пустил, не отвечает. Не отвечает. Почему? Извините, я не Спасибо, спасибо. Здесь жил Гейнс Леонович Шрайбер Альтман, шофер. Идет как бы... А почему? Да, вот память о ваших соседях. Только те А? здесь, Что? здесь очень сложная вещь. Здесь были люди, которых репрессировали, и которые репрессировали, а потом, которые менялись местами. А тем, Поскольку я а здесь тем, живу да, с я самого начала, и Понимаю. мой дед строил этот дом, я слишком хорошо знаю приятно. историю. А я прожил полжизни в Старосадском, дом 8. Да. Так вот, понимаете, мы сейчас А мы понимаем. детям передаем определенную ненависть к соседям. Нет, это Да ваша это вы боль. не понимаете. Дело в том, что в наших кровях как есть те, кто репрессировал, кого репрессировал. давайте Нам одно- теперь друг на друга с кулаками Если идти. Первая позволите, половина если второй. позволите, Да не одно позволю, замечание. потому что память надо соблюдать, но обо всех невинно убиенных. Если А не позволите, конкретно о людях. Есть общее. А когда вы частность вывешиваете, вы Почему же начинаете... А во почему же фамилии част- имена. как? Те, Фамилии, имена. Вот мы есть устанавливаем камень. табличку. Есть камень, которым знаем поклоняются ко камень. всем убиенным. Мы знаем а вы камень. сейчас наносите А вы сейчас, удар по людям, а вы которые... сейчас Так говорите я не хочу совершеннейшее. с вами говорить. Вы рознь вносите в наше общество. Вы ошибаетесь. Помнить всех Вы убиенных, ошибаетесь. а вы Вы конкретизируете. И ошибаетесь. люди... Вы глубоко ошибаетесь. Идиот, позор еврейского народа. Так. Я с ним, наверное, может, даже в одну школу ходил. Здесь человек 5 из моего класса живет, да?
каждый раз считаю, когда сколько в тюрьме насидела перед расстрелом. Получается чуть больше месяца. Алло. Здравствуйте, Мария. Да. Меня зовут Раиса, мне ваш номер дала Диана Сапелкина. Она с вами жила. Я волонтер последнего адреса. Знаете, такой есть проект, где устанавливаются на домах таблички, кто был в доме репрессирован. Просто на ваш дом пришла заявка о размещении. Бремен Вера Анатольевна, она у вас раньше жила и была У нас люди были очень против. Да. У нас было там по 2 или 3 человека за это, остальные были против. У нас тут прям скандал такой разгорелся из-за этого. Я думаю, нам этого не надо. Ну, может быть, все-таки я попытаюсь как-нибудь еще встретиться. Вдруг У нас скандал был, не надо прям. У нас люди переругались жутко. Да. У нас был этот разговор, и очень серьезно как-то длился там в наших чатах домовых. Не нужно, пожалуйста. Давайте не будем возобновлять. И так люди врагами стали. Есть из-за чего еще поругаться, так скажем. Так что спасибо большое. Ладно, спасибо большое. Может быть, потом когда-нибудь. Ну, может быть, когда-нибудь. Хотя бы когда СВО кончится. Ну, в общем, сейчас очень нервная обстановка. Все, спасибо вам огромное, что... Да. До свидания. Да. Ой, извините, пожалуйста, а вы случайно не в этих домах живете? А можно к вам обратиться с просьбой? Мы волонтеры последнего адреса. Вот эти таблички у вас висят 23 штуки. И постоянно их снимают. Да, вот. Потом картонные снимают периодически. Да, а мы их вешаем. Да мы хотели попросить кого-нибудь из этого дома, чтобы... Потому что мы же в разных местах работаем и приезжаем, чтобы кто-нибудь сообщал нам. Сняли, мы пришли повесить. Можно, да? Давайте, запишите, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Когда они исчезают, но они когда-то исчезают. Жалоба от какого-то Сергея Владиславовича Шарапова, кандидата медицинских наук, о том, что на фасадах ряда домов в Басманном районе незаконно размещены так называемым фондом и фактически сектой последний адрес среди 4 учредителей, которые аж 2 инагента, множество табличек, так называемых репрессированных. На самом деле кровавым революционным разрушителем и затем функционером тоталитарного режима. Слушайте, здесь можно даже экспериментировать. Всякие узоры выкладывать. Да, сердечки. Ой. Зоя, это только... Ой, насколько Раиса, это только ты. Ты вообще гигант. А, да, так можно? Оно прям сцепляется там, да? Молодой человек, я высокого искала. Я говорю, главное дело, все нас хотят прошлого лишить. Вот я сколько наблюдаю, сколько хожу, раз за разом кто-то срывает, и все равно молодцы ребята, вот настойчиво. Раньше же металлические были вот такие. Я говорю, вот мы по субботам встречаемся, как бы вот не сойти с ума. Вот сейчас фотографирую, кидаю в чат. Я говорю, представляете? Поэтому приходите к нам. Они просто приходят провоцировать, как вы относитесь к войне, там, допустим, в Украине, ну, что-то цепляться пытается. Мы тогда просто расходимся и встречаемся в другом месте. Как страшно жить вообще. Слушайте, ну а если бояться, так в результате вот повторение того же. Здравствуйте, простите, пожалуйста. А вы знаете, что это за проект?
Я просто волонтер этого проекта. Вот интересно, что люди, проходящие мимо, думают. А что они думают? Хорошо, это правильно. Только их, по-моему, у вас были металлические таблички. Да, Снимали. верно, верно. Мы теперь вот здесь регулярно вешаем дубликаты А вы картонные. не боитесь, что вас сейчас привлекут К чему? за, не знаю, за нарушение общественного порядка? А вы снимаете для какого видео? Для фильма просто о последнем адресе, о том, как таблички живут в городе. Куда пойдет? На YouTube? Меня потом не арестуют. Ой. Ай. Тыкс. Как вот их срывают на такой высоте, я не понимаю. Ой, пахнут цветочки. Слушай, здесь нет камер у них. Вот те, говорят, снимать. И прям обзор сюда. Если мы найдем, кому они принадлежат, он говорит, я не скажу, не знаю, кому это может принадлежать. А где там камера? Говорит, говорит, там камера стоит, 2 камеры. Над воротами. Вон она. Ну да, поэтому и фонарит над ними. Мы сейчас туда зайдем. Ну, Вайлдберрис откроет. Слушайте, ну тут Взгляд вот ловил. напротив, видно, вот где таблички висят над цветником вообще? Захватывает? Просто вот мы сейчас вешали, вот насколько это хорошо было видно. Нет, у нас, знаете, у нас камера смотрит где-то вот на, получается, на уровень тротуара, таблички. На уровень тротуара. А у вас основное внимание на вот въезжающих в ворота. Наш, конечно, да. Просто там вот где-то вот так вот, можете сами посмотреть. Ой, спасибо большое. Видите? Да. Только ноги, если только. Понятно, Ну, жалко. это, говорится, неинтересно улица. Ну да, ворота. Поэтому мы ничем не можем помочь. Ну ладно. Ну хоть так. Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, это целенаправленно кто-то делает. Ну да, потому что это регулярно происходит. Мы регулярно вешаем, и они регулярно... Мы просто хотели на исчезают. будущее. Вы можете догадаться, кто это делает. Ну да. Как говорится, узбеки, таджики по просьбе власти. Но это легче всего сделать, понимаете? Человек в жилетке идет, к нему никто ничего не скажет. Жилищник типа? Да, либо жилищник. Ну, да. Это мое мнение. Ну, может быть, да. А вы наблюдаете, да, за этим процессом? Нет, я знаю таблички, я знаю, кто вешает, кто с этим борется. Я, в принципе, не против, я ни за, ни против. Мне все равно. Ну, не то, что Нейтрально. все равно, нейтрально, да, не все равно. Как говорится, я против репрессий и все такое, но вот именно что я к этой табличкам нейтрально, висят и висят. Не мешают, Не то, что не да, мешают против, никому. Конечно. Слушайте, а если вы вдруг вот выйдете, там увидите, будет это, вы могли бы сфотографировать и куда-нибудь нам прислать? Направить. Вот чисто, да, на будущее, что все равно Я период... не буду заниматься, я работаю в основном работе на государство, поэтому вообще никак. Это как бы это не Я не могу вылазит. этого делать никак. Ну ладно, спасибо большое. Ну вдруг кто, который не на государстве работает? Никто не будет. Я бы оставила свой номер, а просто прислали бы. Нет, не оставляйте, пожалуйста. Ладно, хорошо. Спасибо, до свидания. Ну я думаю, что все будет хорошо потом. Когда-нибудь, не при нашей Когда-нибудь, да. не при нашей жизни. А как ты думаешь, нормально, что вот черное тут остается? У меня там есть один фасад такой красивый, я прям что-то стесняюсь. Может, его не стоит. Ну а тут можно. А он снимается, да? А у тебя тоже сейчас черный, да? Да. И тут Там я все какая-то новая экскурсия на 19 число. На территории с прекрасной усадьбы превратилась в спецзону НКВД и стала местом расстрелов и тайных захоронений жертв советского террора. Больше 20 тысяч человек, работники
спецгрупп НКВД расстреляли всего за 14 месяцев. Осужденных на расстрел привозили из московских тюрем в машинах с надписью «Хлеб». Потом их размещали в длинном бараке, где проводилась перекличка и сверка людей с доставленными из тюрем документами. И только после этого им объявляли смертный приговор. Расстрел начинался после восхода солнца, выстрелом в затылок из пистолета. Тела убитых закапывали в рвах, общая протяженность которых составляла 900 метров. Приглашаем на нашу новую прогулку. Я и на работе говорю, иду я от вас, потому что я не вижу результата. Говорю, все мои усилия, говорю, они разбиваются. А всякие, потому что делаешь, задницу рвешь, а потом какие-то мудаки, извините, все просрут. Я говорю, а есть у меня дело, которое, говорю, я вижу результат, говорю, я получаю благодарность. А когда там пусто, ты что испытываешь? Нет, я где пусто? Здесь, Да. Пришел, значит, повесил. Работа, да. Так, подожди, у тебя что, не бывает, что, вешаешь? Да? Не бывает? Здорово. А ты когда делаешь таблички, считаешь, сколько лет было человеку, когда его расстреляли? Бывает, да, частенько. Мне кажется, это такое на автомате происходит. Да. Да. Ну, мы с папой обсудили. Если он сказал, значит, так и есть. Дочь, не могу сейчас, попозже, ладно? Давай. Здравствуйте. Здрасте. Ну-ка, может, ты что-нибудь расскажешь про табличку Пэш? Не холодно? Про табличку? Да. Эцу Маркишу вот висит на фасаде. У нас ее периодически срывают. А. Я просто из последнего адреса, который вот как раз занимается этой табличкой. Ага. Очень приятно. Очень приятно. Ну, мы ее уже, наверное, сказал, да, Константин, что мы ее неоднократно уже вешали. Нам приносят, мы ее вешаем. Нет, тут вопрос именно отношения, да? Вот я говорю, что любая история, какая-то ни была, она священна. Безусловно. И любая память о человеке, она достойна того, чтобы ее увековечить. И если кто-то ее увековечил, никто не имеет права. Разумеется. Ну, собственно говоря, поэтому постоянно это возобновляем ее. А почему Ледокостер реагирует как на красную тряпку бык? Что не так? У них, какая-то у них идеология под это, конечно, подогнана. Ну, во-первых, это такой дом, который стоит на таком месте, да, плюс это, видимо, они очень сильно против нее возражают и не хотят, чтобы она тут была. Я тебе так скажу. Есть движение? Нет, не движение, есть самая главная движущая сила. Это экономика, да, это деньги. Как бы то ни было, какие бы исторические процессы ни происходили, они все связаны с деньгами, да, как бы то ни было. И, видимо, данная акция кем-то оплачивается. Да, возможно, копеечно, но все равно в любом случае это тоже есть. Это движение, да, кем-то финансируется, потому что я не думаю, что это какой-то отдельный сумасшедший человек, который сдирает эти таблички, да. Скорее всего, это кем-то финансируется. Да, есть такая идея, да, что их финансируют. Значит, уровень повышается в отношении как-то, вот это все как-то. Ну, а зачем это? Глобально. Это уже надо разбираться с теми, кто это финансирует. Да, кто это платит. Интересно. Константин Германович, я делаю выводы для себя, да, что вот Наталья представитель как страж, да, фундаментальных ценностей. И я вот начинаю понимать, что я тоже вот невольно в эти ряды вступаю, я куплю майку и напишу: я страж фундаментальных ценностей. Это не страж фундаментальных ценностей, опять же, это духовный проводник. Да? Человек, который старается увлечь людей, изучать свою историю.
И я же не могу применить к нему насилие, там, пощечину дать, там, подзатыльник. Ты его даже задержать не имеешь. Да. Ну, сразу... Ты его даже задержать не имеешь. Ты имеешь право сохранить видеофиксацию и передать ее, допустим, нам. Да? Другое дело, я этим заниматься, скорее всего, не буду, поэтому, скорее всего, передам это опять же. Ну, вам и передают это дело. А какие у вас есть какие-то взаимоотношения с местными, там, не знаю, участковыми? Как-то вы сталкивались где-то с ними? Да, телефоны есть, они иногда сюда приходят. Они милейшие люди. Да, что они себя представляют? Они милейшие люди, которые любят себя в основном, да, и покой. Угу. То есть, если это будет как-то спонсироваться, возможно, что-то произойдет. А так это... Вот таблички перецу Маркишу, которые мы передадим, которые я передам дежурному по дому, где они должны висеть, и их будут восстанавливать, потому что в том месте их срывают с завидной регулярностью. Говорят же, человек жив, да, пока о нем помнят. Ну вот, пока я набираю текст, у меня еще есть такое тоже правило. Себе я взяла за правило всегда тексты табличек набирать вручную. Не копировать там с сайта или откуда-то, а набирать вручную, чтобы, опять же, это не превращалось в некий конвейер. Ctrl-C, Ctrl-V. Скопировал, вставил. Что это про человека, про его какую-то минимальную информацию о его жизни, которая у нас есть и которая выражается на этом знаке. Поэтому вот, может быть, человек жив, когда я набираю его имя, фамилию, отчество. Ой, 29. 5-го, 10-го, 37-го. 5-го, 10-го, 37-го. Петр Селецкий, Петр Александрович Селецкий, юрист. Родился в 89-м. Арестован 11 февраля 1938 года. Расстрелян 1 июля 1938 года. Реабилитирован в 1989 году. Ходов Григорий Владимирович. Григорий Владимирович. Тоже снабженец. Родился в 1882 году. Арестован 7 февраля. 7 февраля 1938 года. Расстрелян 8 марта 1938 года. 1938 года. Реабилитирован в 1959 году. Павел Дмитриевич Барсуков. Безработный. Безработный Павел Дмитриевич Барсуков. Родился в 1913 году. Арестован 31 января 1934. Безработному человеку было 21 год. Расстрелян 19 апреля 1934 года. Реабилитирован в 1989 году.
Мне показалось, что не так знаешь, здесь красили фасады и их снимали. Вот эти таблички висели вообще изначально с той стороны, с фасада дома. Хотя бывает, что мы по-разному вешаем. Иногда на фасаде, иногда во дворе, иногда в арке. Это всегда мы согласовываем с жителями. Но поскольку там с той стороны они дважды пропали, то жители сказали, знаете, давайте мы установим здесь. Вот когда подходим к такому дому, ну дом, понятно, современный, да, тут все всегда удивлялись, как вообще, откуда здесь табличка. К тому же табличка Бабелю как-то неожиданно совершенно, да. Но на самом деле вот Булгаков жил, кстати говоря, у застройщика в одной из таких квартир. Это на нас? По-моему, это было яйцо. Возможно... Да. Да, возможно, это на нас. Гражданский протест, да. Ну или дети. Не, я не думаю. Да я тоже. Ну, я почувствовала. Нет, ну да, но какие-то не на мысли, да. нас. Мне тоже кажется, что Ну, а кто ну, в просто окно? в окно все выкидывают. Да ну что вы, в окно выбрасывали. Что-то еще упало. Да, еще яйцо. Еще яйцо. Ну давайте отдадим под Чуть-чуть. дерево. Можно, наверное, Да, странно. Ну ладно. А вы знаете, почему? Ну, еще она так стремилась, она сдержала литературный сад, она принимала на себя исследователей и сказала, что вам нет. Ну, и Бабель тогда попросил. Вот он, собственно. Да, вот это станок, да? Строчник. На самом деле дикая работа. Да, я понимаю, да. На одну табличку уходит примерно 40 минут времени. Вот на это будет не 40, вот это будет биться, ну, наверное, час. Некоторые буквы смещены у самих клеем относительно центра. Глазомер должен быть идеальный, потому что надо ставиться. Особенно доставляют буквы сдвоенного характера. Ж, М. Там ориентир вообще другой, причем у каждой свой. То есть это час на табличку. Ну, общего времени, там, я думаю, что полчаса на табличку наклеить, омыть, осверлить и так далее. А главное, что обидно, что их просто воруют, снимают и так далее, потому что это титанический труд, который просто, вот, мне честно обидно, даже за деньги за нормальные я бы это делал, там, за 5000 табличку, хрен с ним. Но вот ты сделал что-то, там кому-то отдал, повесили, собрались люди, там все это, ну не только я, да, там многие, большое количество людей участвует. Ну и все, и нет. Сейчас, ну, не будем распаковывать, сейчас это делает фиберлазер, так называемый, похожий планшет, стоит голова, и лазер проходит лучом и в нужных местах просто выжигает текст, то есть он более ровный, такой шероховатый. Бродский затея была такая, что это вот именно руками надо делать, что это такой, как на печатной машинке текст набивается. Ну ладно. Но у нас есть условия, которые мы пытались выполнять долгое время. Нет, так ну а что, и выполняли долгое время. Так вот что, сейчас, ну, да. а сейчас, знаете, сейчас мы все сползли, каждый в своем. Согласен. То есть тут хорошо, что живы. И это важно. Ладно, Лёш, спасибо. Оксана, вы в Москве родились? Нет. Нет, не из Москвы. А в Москву переехали давно? Ой, ну да, давно. Собственно, я тут училась уже. Сейчас какого с 92-го, 93-го года уже.
Даже уже страшно сказать, сколько лет. Да. Тяжело, да. А вы давно были у себя на родине? А на родине я была последний раз на Новый год как раз в 22-м году. Вот там мы встретили Новый год, и 9 января я вернулась. А в феврале началась война. Так что, а теперь, когда доведется, я даже не знаю, потому что сейчас с российским паспортом туда въехать невозможно. Так. Дом правительства. Вот, кстати, тут никогда не была. Казалось бы, такой дом. Один из первых в проекте «Последний адрес», но я никогда здесь не была. Мне казалось, уж в таком месте, на таком доме они должны вообще висеть и быть неприкосновенными. Здравствуйте. А видите, вот здесь тоже были две таблички. Вот мы как раз и думаем, но их да, регулярно срывают почему-то. Срывают? Вот именно эти, да. Вот видите, прям в целом ряду все благополучно, а вот конкретно эти прям срывают. И буквально неделю назад была установка новых металлических вот таких же оригиналов, но прошло 2 дня, их опять сорвали. И непонятно кто. Непонятно кто. Камер нету. А я просто волонтер этого проекта «Последний адрес». И мы вот пришли их восстановить. Но правда, да, но правда в картонные дубликаты, не оригинальные, а картонные. Надо зайти туда внутрь, никогда там не была. Мне кажется, тут все пропитано страхом, ожиданием. Но это, наверное, мои какие-то личные, субъективные, потому что ничего другого я про этот дом не знаю. Серега! Андрей Мусатов, Андрей Алексеевич Мусатов, литератор. Литератор. Родился в 1900-м. Арестован 17 января 1936 года. Расстрелян в том же году, 5 октября 1936 года. Реабилитирован спустя 20 лет, в 1956. Муратов Павел Андреевич, служащий, родился в 1889. Арестован 13 сентября 1932 года. Расстрелян 20 марта 1933. Реабилитирован в 1965 году.
Бахаревский Сергей Алексеевич, бухгалтер. Родился в 1896. Арестован 18 января 1938 года. Расстрелян 17 февраля 1938 года. Реабилитирован в 1989. Это ГЭС-2, которая стала культурным пространством каким-то. Вот сюда вход есть. Все это такое. Понятно. Ужас. Здрасте. Сергей Романович нам обещал, говорил о том, что здесь есть даже свидетели тех лет и жизни писателя, да, и как его арестовывали. Ну вот там была, он говорил о Елене Абрамовне из 76-й квартиры. Да, это в подъезд 4-й, как раз наши жевали. Да, но он говорит, она плохо себя чувствует. Плохо себя чувствует, говорит, поэтому не получится. За 90 лет уже я к ней заходил где-то полгода назад. В гости заходил, нормально все. Ага. Хорошо видит, хорошо расписывается в этом плане. Молодец. Возраст уже такой. Спасибо. Ну вообще. Вообще. И крыша-то какая расписная у вас. Интересно ставить. Прям каждый квадратик расписан. Каждый кирпичик вложен. Сколько трудов. Угу. А что, реставрируют? Да, я удивляюсь. 30-е годы, дом-то какого года? 30-х? 37-й. 37-й. Что тут было в 37-м такое вообще? Махину построили. А тут какая-то реклама висела? Почему здесь эти крепежные? Или они скрепляют что-то? А это же деревянные? А, нет. До 28-го 9 часов 10 минут. Ну, табличка нужна. По вечерам, да? Вот сейчас. Ага. Вот он. Ага, все, да. Вот он ходит. Ага, все, отлично. Вот так можно ставить. Прямиком, блин, вообще. Не стесняйся, люди стоят. Ага. Даже вон с первого раза не сорвал. Да. Зачем ты ковыряешься? 21.03. Да, я подумала, следующий, когда я буду таблички делать, я другой скотч туда пожестче. Это без разницы, надо его за шиворот брать, тогда будет толк. Просто ходить играть с ним, так не получится.
На запись везде идет, вон камера висит. Все, что делаешь, все записывается. Вот. Молодец. А зачем это делаешь? Что именно это? Срываешь зачем? Что делаешь? Табличку срываешь зачем? Постоянно срываешь табличку, что запись есть. Расскажи, зачем тебе это нужно. Сегодня у нас 20 июля 2025 года. С вами Серп Петр Рыбаков и Гоша Тарасевич. И мы снова идем по следу их похабной экскурсии. Вижу всех знакомые лица. А вы тоже начали? Все сразу так. Ну идемте дальше, идемте. Не, Не будем мы идти? закончили. Вы уже закончили прям, да? Ну да. Да, уходите, уходите, вас просят, уходите. Она вам говорит, уходите, уходите. Уходите, уходите все, да. Смотри. Да, бегут снова, все как всегда. Продолжаем даже в такой праздник. разрешала меня снимать. Да, ну мы сейчас снимаем, это публичное место. Я тебе не разрешала меня снимать. Ну, пожалуйтесь полиции, давайте подойдем. Смотри. Я сначала сам хотел послушать, насколько Россия плоха. Да, мы же просто подошли, еще вопрос не задали, начала убегать. Смотри, мы только подошли, начала убегать, да? Они пытаются вот очернить всех нас. Как герпес, Да. у него корни пустил глубоко, его выдрать тяжело, его надо прижигать постоянно, чтобы вытравить. Алло. Алло, да, Наталья. Да. Добрый вечер. Здрасте. Какие-то новости по табличке, может быть, есть? Да, я жильцам донесла, кто конкретно у них срывает эту табличку. Что это такой-то человек из такого-то якобы движения. И они, представляете, написали заявление участковому местному. Участковый вышел на этого Гошу Тарасевича, связался с ним и вызвал его на беседу к себе там в участок. И, как мне рассказывал управдом, этому участковому, ну там за какое-то небольшое время, за небольшой промежуток до встречи, участковому позвонил по какому-то внутреннему служебному телефону сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом и спросил, а почему и с какой целью вы до моего подопечного, значит, связались с моим подопечным, вызываете его на беседу. А после этого, спустя там опять какой-то час или какое-то, в общем, непродолжительное время, к этому участковому Гоша Тарасевич явился лично. И его очень внятно попросили перестать уже это делать на этом конкретном адресе. На встрече, официально там никакого согласия получено не было, но потом куратор из центра позвонил и подтвердил, что больше по этому адресу, значит, у вас проблем возникнуть не должно. Управдом обрадовался, мы, значит, с ним связались, он сказал, все, я получил согласие, все прекрасно, можно вешать металлическую табличку, давайте назначать дату. Но потом, в течение какого-то короткого времени после этого, эти срывы продолжились. И, конечно, тут вообще управдом просто весь взбеленился от такой непоследовательности. И сказал, что это невозможно совершенно. Мы идем, подаем заявление в суд, что они покушаются там на наш драгоценный фасад и на нашу собственность. А с табличкой тогда что получается? С табличкой пока немножко подвисла ситуация. Сейчас они хотят добиться процесса, этого судебного, подачи, по крайней мере, заявления. И опасаются ее сейчас вешать, потому что продолжаются срывы. Тут сложная у нас операция. Я буду крутить. Нет, Ванечка, у нас тут дырки оказались неподходящие. Мы на созвоне когда были, хорошо, там эта женщина, Лариса была, которая сайтом занимается. Я все Оксане. Слушай, я была в машине, я так... Это нужно за тем, что заявители здесь заявляли о том, чтобы установить эти таблички. И они здесь были у вас установлены. есть официальное письмо о восстановлении? Да, у нас есть официальное и согласование. Не с собой, но мы готовы вам прислать по вашему требованию. Не надо, я вам ничего не буду.
опять мораете просто дом, и все. У вас вот такое мнение. Да. Только что у нас вышел ваш сосед с соседнего подъезда и сказал, что он полностью поддерживает, и ему всегда жалко, когда эти таблички срывают. Потому что это память о тех людях, которые здесь жили. И эти таблички, память об этих людях и висят. Ну, просто это всегда такая инициатива последнего адреса. Она всегда проводится с согласования жильцов. Обязательно. Такая жильца управа согласовала вам? Управа не должна согласовывать. Узнать, кто это такие. Управа не должна согласовывать. Наверное, пошел за нами следить. Ага, ну это думаю, ну это я не знаю. Срывают. Срывают. Сосед ваш может быть. А вы из этого дома? Нет, я с соседнего. Просто вы частенько вешаете, да. А кто-то срывает. Кто-то срывает, да. Приходит и срывает. Конкретно здесь говорят, что здесь жилищник срывает, что ему право спустило такое. Нам очень всегда не хватает местных жителей, которые бы это поддерживали. Запишите мой да, телефон. Да. Меня Наталья зовут, мы вот волонтеры. Волонтеры последнего адреса. Кто знает, может быть, хотели прикрутить шурупами, а тут, видите, дюбелей нет. Ну да, это... Здравствуйте. Да, есть. С собой нету, я вам пришлю. У вас нет ничего. Если вы ходите... Нет, у меня с собой нету. Но если у вас нету ничего, значит, у вас нет разрешения. Я собственник этого фасада, вы у меня разрешения на это не брали. Я живу в этом доме, если вы говорите, что о жильцах, да? Да, я живу в этом доме, конкретно я вам разрешения на этого не давала. 50% согласия собственников фасада достаточно. Я вам направлю по номеру телефона, если вы мне его оставите. Телефон я вам свой не дам. Ну, куда нам его направить? Это ваша проблема, понимаете? Вот могут быть такие претензии у людей, у жильцов. Да. И вы должны быть к этому готовы. Вы должны были его взять с собой и предоставить. Хорошо, в следующий раз мы его вам нет, значит, у вас предоставим. Вот но это все. неверная информация. Спасибо, мы вас услышали. Мы вас услышали, спасибо. Это кто? Ну это кто? Женщина? Наверное. Ну нет, я не видела, чтобы лично она. Представляешь, вот на клей мы вешали, еще клей не успел высохнуть. Может, выкинули куда-то? Допустим, если постоянно... И что, по каждому адресу носить? Ну что, это не диалог такой. Значит, у вас ничего нет. По крайней мере, не выслушивали бы ее эти. А где это вообще? Люди, которые хотят услышать и которые хотят на это посмотреть, ну, они, наверное, как-то контакт устанавливают. Давай. Они говорят, что если у вас ничего нету, то значит, у вас нет. Подожди, машина проедет. Вань, давай, пожалуйста, мы проезжаем. Нормально. А, вот и пишешь. И все. Назначение магазин. Хорошо посчитал? А если еще раз? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сергей Романович, здрасте. Да, Даш, привет. Вы мне звонили, я пропустил. Да, простите за беспокойство в выходной день. Хотела узнать, если у вас есть пару минут, как ваши дела, как ваше здоровье, как наши с вами дела. Может быть, рискнем и повесим железную табличку, чтобы эту тему закрыть. Вроде бы сейчас они перестали срывать. Давайте. Ну, как бы, я с удовольствием. Угу, отлично. Сам это сделаем. Да, хорошо. И мы потихоньку, шаг за шагом будем двигаться. Прекрасно. Хорошо, Сергей Романович, договорились.
Здоровья вам крепкого, здоровья. Поправляйтесь поскорее. Да. Ну, все же. На связи, спасибо. Ну вот. Теперь у них в другое место качнулось. Как все здорово получилось. Удачный день. Да. На одну тетку 5 хороших людей. Да, представляешь, писатель. Прочитай, что написано. Что написано? Родился в 1890. Здесь жил, прям с самого начала. Здесь жил Перец Давидович Маркиш, писатель. Молодец. А вот Через давай... 3 года реабилитирован. Реабилитирован, это что значит? Это значит, не был признан невиновным. 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 Да, то есть человека Просто расстреляли. Просто с пистолета убили и все. Так поставили в ряд. И каждого выстрелили. Так, смотри, вот пистолет, вот взгляд. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, народ без памяти не имеет будущего. Эта очевидная мысль звучит сейчас очень часто, да, мы ее постоянно слышим. Мы слышим о необходимости сохранения исторической памяти, что тоже абстрактно звучит очень хорошо. Вот то, что мы сегодня делаем, это на самом деле настоящее сохранение исторической памяти. Мы занимаемся восстановлением исторической памяти о поэте-антифашисте, безвинно погибшем уже после окончания самой страшной войны. Делаем мы это, как Оксана верно сказала, уже 3-й раз. Причем все больше и больше мы скисаем. 1-й раз участвовал посол, 1-й раз тут были активисты, это было, наверное, 50 было народу. 2-й раз была уже операция скромнее, 3-й раз еще скромнее, но мы сжимаемся как пружина, остались самые решительные, мне кажется. Очевидно совершенно, что для нынешнего поколения постепенно все это уйдет в какое-то небытие, конкретные факты, конкретные стихи, конкретные какие-то действия. Но то, что мы делаем, очень важно не для абстрактных людей, а для жителей нашего дома, для которых должны помнить, которых должна сохраняться историческая память. Вам спасибо, потому что для жителей дома это может быть важнее, чем для этого абстрактного великого города. Все, что я хотел сказать, давайте теперь восстановим. Спасибо большое. За многие годы все участковые книги строят. И очень хорошие книги. Ой. Вот. Но мне полезно поговорить. Вот. Я ж мог куда. Идите к нам. Идите к нам. Маша нас фотографирует. Ждите меня. Пожалуйста, я могу повыше. Собаку с собой. Да, всех привел. Володя, ты должен лезть с пулеметом. Пока. Давайте увидимся. Да, спасибо.
на станцию Баррикадная. Выходим.